Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я покажу вам, как живут обычные кубинцы в простом провинциальном городке Майяри, провинция Альгин, Куба. Приятного просмотра! Сегодня я планирую прогулку по этому чудесному городу. Делаю вот такой вот репортаж. Посмотрим, что из этого получится. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Скорая? А это очередь в аптеку. Но что там продают, я не знаю. Мы когда-то спросили йод. Кто-то когда-то видел, как продают йод. Видел, как продают йод. На секундочку. Вот такой вот у меня блог будет сегодня интересный. Прогулочный. Вот такой транспорт. А это я люблю. Или вот такой. А это тоже очень нехило. Урчит, урчит, просто урчит. Самец. Вот козлики наши. Ну, слушайте, я как будто перенесся назад в Украину. В Украину, я не знаю, каких там годов, 60-х, 70-х. Вот, ну, обычная улица. Обычный транспорт. Всем привет. Понимаешь? О, это вообще чувак крутой. Я у него когда-то заряжал зажигалки. Очень дешево. Очень быстро чувак работает. Очень качественно. Привет. Стоит вообще 3 копейки. Это вся фигня. Мужик серьезный с мачете. Кремень меняет и даже незаправляемые зажигалки может заправить. Красава, вообще респект. Вот такие тут раритеты. И вот такой вот раритет стоит около 20-25 тысяч долларов. Двигаемся дальше. Вот он Форд. Вот он Форд. Вот такой вот Форд. 38-го, по-моему, года. На таком Ильф и Петров совершали свое путешествие по Америке. Но, правда, колеса были чуть-чуть другие, я думаю. А вот теперь угадайте, почем вот здесь вот такая тачка. А вот не угадаете. А вот такая тачка здесь 60 тысяч долларов. На секундочку. Вот классно. Джили. Надо было сюда привезти, продать. Вот. Чехи арендуют ее порядка 100 с чем-то долларов или евро за один день. Вот такая тачечка. Помыть бы. Зло. Обязательный атрибут кубинского такси. Музыка. А вот я вот совсем забыл. Сейчас я вам покажу. Особенно тем, кто ноет, что негде там в Украине или в России заниматься спортом. Вот вы посмотрите на состояние вот этих вот площадок для воркаутеров или я не знаю, ну по сути дела это и все, что здесь есть на Кубе. Вот. Пойти куда-то заняться спортом здесь, по крайней мере, в этой деревне. Хотя я думаю, в других деревнях ситуация будет не намного лучше. Мы продолжаем свой репортаж с улиц шикарного города Майяри. Вот это когда-то был кинотеатр. Вот я в этом 100% уверен. Но сколько я не спрашивал, никто не помнит, чтобы здесь что-то хотя бы показывали. Очень мало видео, ну или вообще кино на испанском языке сюда попадает. И я не знаю почему. То есть в основном, если есть даже фильмы, то они на английском языке с испанскими субтитрами. Это если повезет. А если не повезет, ну будет без субтитров. Привет, сеньорас. Миамор сразу. Молодцы. Они не парятся на этот счет. Миамор везде. Вот можешь услышать миамор ото всех и отовсюду. Вот к чему это было сказано? Я не знаю. Ну так вот здесь принято. Военных запрещено снимать. Вот, поэтому постараюсь пройти мимо. Полицейский участок. Вот, надеюсь, что меня не арестуют. Фух, проскочили. СССР кто жил? А может по рассказам помнят. Все на всех могут настучать. Придут, запакуют. Как бы, будь здоров. Тот колоритный персонаж. Смотри. А та сеньора там сидит в этом домике. И вот многие старики живут в подобных халупах. Едет вот такая брычка. Транспорт. А где он возьмет другой? У него только такой. Вот. Пожалуйста, ну красота же. Вопросов ноль. Везде это красота. Везде. Ну и везде это нищета. Бывает возможен частный бизнес. Так издалека слегка
чтобы вы понимали, что такое частный бизнес на Кубе. Я их за это уважаю. Вот очень непросто здесь на Кубе, я думаю, частный бизнес. Это чертовски сложный процесс. Чертовски сложный. Да, хорошо, сделаем. Что он имел в виду, не знаю. Почему? Потому что очень много разрешений от них требуется, очень много налогов платят вот такие вот частники. Их за, не знаю, как это правильно сказать, ну, в общем, вы поняли, в общем, что с ними делают. Небо, ребята, красивое. Пожалуйста, тебе пальмы. Все же хочешь. Сегодня ребята уехали, уехали, я остался здесь один. Поэтому я теперь буду ходить и везде все снимать. Это у нас опять же частники. Привет, ребята. Фотоателье. А вот такая же вывеска, как у меня. День отца. Международные кубинцы очень серьезно к этому относятся. Вот у них День матери и День отца. Это как два святых дня. Любят они эти дни. Празднуют по-своему. То есть я, честно говоря, не видел, чтобы вот такие вот у них там застолья были или какие-то шикарные празднества. Кактус. Он днем закрывается, как вы видите, а расцветает ночью. Вот сейчас Витя в кадр влезет. Это, как бы вам сказать, такой, наверное, более зажиточный район. Вот многоэтажки, четырехэтажные многоэтажки. Круто. И вот здесь живут, наверное, сливки общества. Эти квартиры самые крутые. Наверное. Вот на Альгин ехать туда. Если вдруг кто не знал. В ту сторону. Тут кроме таких халуп существуют вполне приличные домики. Вот как мы видим. Вот там вот неплохой такой домик. Скорее всего, что хозяева работают где-то за рубежом, присылают сюда деньги. Вот. Зачастую так оно и бывает. И тогда они могут себе позволить вот такую вот красоту. Остальные живут вот в таких, или на худой конец в таких, или бывает вот в более пристойных. Подбикать здесь это вообще не в западло, это нормально, как во многих странах, кстати говоря. Якобы я здесь, будьте осторожны. Вот, развал. Вот здесь можно выбрать все, что хочешь. Ну, неплохо для такого ремня, наверное. Пряжка вполне подходящая. Ну, ассортимент вы видите сами. А это очередь, наверное, за пиццей. Да, ребята хотят есть. Вот есть пиццерия. Вот пиццы там не продается. Я не знаю почему. Вот. Почему-то нет ничего доступного, но когда-то же будет. А вот кафешка, про которую я говорил. О, да, что вы. Эладо и мармелада де манго. То есть есть мармелад манговый, есть мороженое. Ну вы все представляете? Я нет. Здравствуйте. В этом замечательном заведении сегодня мороженое. Так, двигаемся дальше. Вот это, по сути дела, начинается центр этого города. Молодежь любит сюда приходить. Они здесь сидят, отдыхают, тусуются. Наверное, ближе к вечеру. Сейчас-то у нас день. Пока еще не сильно жарко, хотя на некоторым жарко. Вот этой сеньоре жарко 100%. А вот банк. И вот есть ATM, то есть банкомат, где можно снять наличку. Но, однако же, по курсу официальному от 3 до 7%. Вот всяких комиссий набегает. Ничто по сравнению с той потерей, которую получаешь на разнице курса официального и черного рынка. Ну что, пройдемся вдоль этого всего хаоса. Оценим масштабы. И эта очередь неспроста. А я вам скажу, это дают курицу. Автомобиль ЗИЛ стоит и разгружается, а это дают окорочка. Если не купишь окорочков, считай, что ты будешь неделю голодный или просто на рисе. Ну, а может и не неделю.
может больше. Как повезет. Так, смотрим. Разгружается машина. Вот целое авто этого всего. Сейчас будет, наверное, меня торбить, штормить. Бонус. Так, ну вот, ребятушки, подошел ко мне полицейский секунду назад и говорит: а что это ты здесь снимаешь? Снимаю для своих друзей, вот, для моих подписчиков. А где ты живешь? А какие у тебя документы? А есть ли у тебя документы при себе? Ну а я как дурак и забыл их сегодня. Поэтому пришлось объясняться с властями. Ну ничего, я думал, будет что-то руки заламывать, крутить. А нет, все в порядке. Хотя, я думаю, это еще не конец истории. Спросил, где я живу, в каком номере. То есть вполне возможно, что сегодня этот звоночек даст о себе знать. Вот тут мой друг говорил, что можно купить велосипед. Но когда дело дошло, можно купить? Ну, можно, но пока нету. Нафиг он сдался. Ох тебя, чтоб меня, вот это круто. Жалко, я не в тех башмаках пришел. Как-то вот старается все равно молодежь выделяться на общем фоне. Каждый день ты носишь одну и ту же шмотку. Делать как-то прическу или какую-то, или как-то эти вещи одевать необычным способом. В барбершопе вот таком вот. Ну, красятся, стригутся, красятся. Ну и не забываем о транспорте. Транспорт, конечно, это наше все. То есть, если ты захотел куда-то добраться, это не факт, что ты доберешься туда. А бывает такое, что выходят в соседний город, надо доехать, и тратят 3, 5, 7 часов на то, чтобы в соседний город добраться за 50 километров. Ну, девчонки какие-то. И вот девчонка видит. Это не просто тебе велосипед или не просто тебе велорикша. Нет. Это кубинский вариант эко-такси. Оператор мобильной связи национальной. Стартовый пакет, или пополнить счет, или купить карточки для Wi-Fi. Это вообще изобретение кубинское. Такие места на карте, в которых работает Wi-Fi. 1 евро, 1 час интернета. Качай, не перекачай. Вот этот какой-то магазин, наверное, был когда-то. Не хочется даже останавливаться, честно говоря. Фух, закончился, слава богу, этот поход. Партия сказала нельзя, значит нельзя, и не надо обсуждать. Что у вас в ассортименте? Алюминиевая посуда в ассортименте. Если повезет, подобрать такую запчасть, которая нужна. Снимаю инкогнито. Обязательная процедура. Por favor. Это же просто нафиг. Пожалуйста, por favor. Пименто рохо, красный. Ножки сушат, от умничка. Водку Абсолют за $26. А, я думал гречка, приколите. Подожди меня, я скоро вернусь. Сеньора, gracias. Фух, ребятушки, класс. Так круто мне не было уже давно. Все, идем в следующий магазин.